Вы снимали и монтировали Reels, а в результате просмотров мало, а если заглянуть в статистику, то это видео видели в основном ваши подписчики. То есть оно не попало в рекомендации, и не подписчики его не увидели. Если вам знакома эта ситуация, то это видео для вас. Меня зовут Галина Горбань, я обучаю настройки таргетированной рекламы, потому что именно реклама, она позволяет привлечь в блог стабильный трафик, а также увеличивать продажи в блоге. Еще я очень люблю анализировать статистику Reels, у меня есть Reels, которые залетели органически, и также люблю развенчивать разные мифы, которые собрались вокруг этих видеороликов. Сегодня мы с вами разберем, почему все хотят попасть в рекомендации, и действительно настолько важен охват видеороликов, или важно что-то другое, а также я расскажу о новой функции, которую внедрил Instagram, которая позволяет показывать видео Reels не подписчикам, поэтому смотрите видео до конца. Попадание в рекомендации – это хорошая возможность, чтобы ваши видео увидели не подписчики, но само по себе попадание в рекомендации, оно ничего такого особого не дает. Не всегда видео может попасть в рекомендации и показываться людям, которые именно нужны вам. Например, вы продаете косметику, сделали какой-то прикольный такой Reels, и в итоге этот Reels лайкают дети, но это не ваша целевая аудитория. Это, можно сказать, такой минус попадания в рекомендации, когда можно случайно с помощью какого-то видеоролика привлечь абсолютно не ту аудиторию в свой блог. Поэтому хочу, чтобы вы помнили, что попадание в рекомендации это не равно увеличение количества нужной аудитории и не равно продаже. Если вы хотите продавать через свой Instagram, то лучше запустить таргетированную рекламу, выбрать нужную вам аудиторию по интересам и продавать аудитории, которая действительно заинтересована в вашем товаре или в ваших услугах. Еще один минус попадания в рекомендации – это то, что алгоритм анализирует поведение людей. То есть видеоролик может быть очень классный, и очень много сейчас крутых видеороликов, которые не попадают в рекомендации, потому что просто Instagram меняет алгоритмы. Например, если раньше Instagram обращал внимание на сохранение комментариев, то сейчас Instagram обращает внимание на то, делятся ли вашим видео с другими, то есть пересылают ли ваши видео Reels друзьям, знакомым, то есть вот настолько ли оно интересно. Ну, согласитесь, вы сами не каждое видео пересылаете друзьям, то есть чаще всего это какой-то юмор пересылается или какие-то, может быть, цитаты, но если у вас недвижимость или если вы продаете там косметику, то вряд ли там все будут пересылать эту помаду или там какое-то новое платье друг другу. Вот посмотри, вот какое классное видео. И это, конечно же, мешает вам, как создателям видеороликов, больше продавать, потому что, к сожалению, видео может не попасть в рекомендации только по причине, потому люди не хотят делиться, они хотят, потому что это не тот контент, которым люди обычно делятся. Но есть бонус от Инстаграма, он понял, что люди все-таки хотят, чтобы видео смотрели именно не подписчики, и люди прилагают максимум усилий, снимают Reels каждый день для того, чтобы все-таки увидели не подписчики, чтобы хоть как-то залететь в какие-то рекомендации. И Instagram внедрил новую функцию – пробное видео. Что это означает? Это означает, что вы публикуете видео в свою ленту, но это видео не видят сразу ваши подписчики. Для кого-то это просто вау, огромнейший плюс, потому что не все хотят, например, выложить какое-то видео, чтобы все увидели подписчики, знакомые, сразу пролайкали, прокомментировали. Хочется иногда, чтобы видео увидела новая аудитория. И вот эта новая функция от Инстаграма, она как раз и поможет реализовать. То есть вы публикуете Reels в пробном формате, Instagram пытается отыскать аудиторию, которой будет интересен этот Reels. Опять же, вы не знаете, кому будет показываться это видео, и, к сожалению, никогда не узнаете. Но Instagram показывает видео, вы первые 24 часа можете не сильно видеть какую-то статистику, ну и потом увидите, да, там, какое количество людей просмотрело ваше видео. Если вы заглянете в статистику, то увидите, что 0 человек, 0% смотрело подписчиков и 100% смотрели именно не подписчики ваши это видео. После этого, если вы довольны результатом, вы хотите опубликовать это видео в ленту, то вы можете просто поделиться им в ленте с вашими подписчиками, ну и, соответственно, уже оно будет показываться и подписчикам, и не подписчикам. Вот такая новая функция, которую можно протестировать для того, чтобы посмотреть, вообще интересен ли формат этих видео другим людям, потому что иногда вот не попадают видео в рекомендации, все потому, что посмотрели подписчики, Instagram потом никуда его не отправляет. То вот как раз пробное видео — это хороший формат
протестить, нравятся ли ваши видео просто людям, которые не связаны с вашим блогом, которые о вас еще ничего не знают. Но не расстраивайтесь, если вдруг ваши пробные видео смотрит очень мало человек и людям не сильно нравится, потому что все-таки контент вы можете делать разный, и если вы будете использовать рекламу, то, соответственно, вы можете управлять этим контентом, не создавать его в пустоту, а настраивать рекламу, смотреть, какая цена подписчика, подписываются ли люди с рекламы, когда вы показываете видео именно целевой аудитории, и тогда вы будете создавать эти видео для того, чтобы действительно увеличивать продажи в своем блоге и увеличивать количество подписчиков. Кстати, особенность рекламы в Instagram – это интересы. Я очень люблю работать с интересами, потому что когда вы понимаете, чем интересуется ваша целевая аудитория, тогда вы можете настраивать очень хорошо рекламу, она будет дешевле, чем у других. И как раз этому я обучаю на курсе «Рост и продажи через таргет». Разбираться в том, что запустить в рекламу, какие интересы выбрать, какую рекламную стратегию разработать в своем блоге, как продумать воронки для того, чтобы удешевить стоимость рекламы, увеличить количество продаж и подписчиков. Поэтому, если вы хотите научиться управлять своими видео, управлять трафиком, увеличивать продажи в своем блоге и разбираться в настройках рекламы, то добавляйтесь в анкету предзаписи на мой курс «Рост и продажи через таргет». Кстати, для тех, кто добавился в анкету предзаписи, будет самая низкая стоимость на обучение. Желаю вам продуктивных творческих рилс, протестируйте функцию пробных видео, а если вдруг она вам не сильно понравилась, если вы недовольны результатом, то не бойтесь экспериментировать и публикуйте в обычном формате в Instagram свои видеоролики рилс, потому что Instagram постоянно обновляет какие-то алгоритмы, и, соответственно, ваше видео может набрать больше охват, когда вы его опубликовали в обычном формате, чем когда вы протестировали функцию пробных видео.